друзья! Еду снимать следующий объект. Это будет больше коммерческий объект, нежели для собственного пользования. Объект, подходящий идеально под гостиницу. Находится в Чакве, в горы, в сторону гор, 5 километров. Объект находится в такой, скажем так, долине, в центре которой расположено форелевое хозяйство с большим прудом и рестораном. Рядом строится еще один ресторан. И в дальнейшем, я так понимаю, что данная долина, такая как бы ложбина, она будет превращена в туристический такой уголок, такой туристический рай, так как находится в очень живописном месте на реке, рядом с форелевыми хозяйствами. То есть там будут строиться гостиницы, и будет такой вот, скажем так, шикарный туристический рай. Значит, продается там 2000 квадратных метров, стоимость $50 тысяч. Значит, находится прямо рядом с этим рестораном, с форелевым, и подходит, я бы сказал, только под гостиницу, потому как для своего дома там будет шумновато. То есть вечером идет там такое гуляние, и на всю эту долину разливается музыка. В это время начались Олимпийские игры. И мы, так же как и в 2018 году, в этом году видим, что команда Российской Федерации на этих Олимпийских играх не представлена. Но нам всем рассказывают, что команда вроде бы есть, но она вышла под каким-то белым флагом. Мы все прекрасно знаем из Конституции и из других мировых юридических документов, что идентифицировать команду, страну, флаг, корабль можно по 3 признакам. То есть это флаг, это гимн и это герб. Ни одного, ни второго, ни третьего мы в нашей команде не видим. Соответственно, эта команда не Российской Федерации, а какие-то люди, самовыдвиженцы, скажем так, я бы сказал. Но такого быть не может, так как на Олимпийских играх участвуют только страны. То есть самовыдвиженцев быть не может. Так, отсюда вопрос, почему же Российская Федерация второй раз подряд не выставляет команду на Олимпийских играх? И ответ вам даст любой человек, который занимается политикой, экономикой. И даже Алиса в Рамблере вам даст ответ на этот вопрос. Фирма Российская Федерация была закрыта 31 декабря 2017 года. Ну, здесь нужно начать немножко сначала. То есть в 1993 году наша страна, СССР, была якобы разрушена. Ну, как нам рассказали. На самом деле разрушена она была только в наших с вами головах и в телевизоре. Мы на самом деле, как были гражданами СССР, мы так ими и являемся. То есть нас просто жестоко обманули. Значит, в 1993 году было открыто на территории СССР 15 коммерческих фирм, то есть оккупационных коммерческих фирм. Это было сделано путем обмана, подкупа, путем гражданского госпереворота и так далее. Ну, не будем углубляться здесь. Факт в том, что, значит, было открыто 15 коммерческих фирм, управляющих компаний, оккупационных, для выкачки ресурсов с территории СССР. Нам всем рассказали, что СССР распался на 15 стран. Никаких стран не существует. Ну и что же значит мы поимели в 1993 году? Была поставлена на территории РСФСР, была подставлена фирма
Российская Федерация оккупационная. Это не государство, никогда государством не являлось, и признаков государственности эта организация не имеет. Также в этой фирме были открыты сопутствующие фирмы, то есть это фирма правительства Российской Федерации, фирма МВД, фирма ФСИН, фирма налоговая инспекция и так далее. То есть так называемые ведомства. Ведомства, которые ведомствами совсем не являются. То есть это частные фирмы, зарегистрированные, значит, в Лондоне, на Кипре, в Канаде. То есть все энергопоставляющие компании, все они зарегистрированы за рубежом и скачивают с нас деньги. То есть полная оккупация и полная колония, 15 колоний. Что могу сказать по Грузии? Значит, с Грузией море грузинское отошло Турции. То есть, так как Турция также принимала в этом участие, является страной НАТО, ей отошла доля грузинское море. То есть в Грузии 10 метров от берега, все, море принадлежит Турции. Значит, по официальной версии Шеварднадзе сдал море в аренду Турции, но на самом деле это не так. Эту информацию легко проверить. Можете сделать выписку, взять выписку из налоговой, выписка ЕГРЮЛ, и в ней четко сказано, что, к примеру, берете выписку на МВД Российской Федерации и четко видите, что сверху написано, что организация зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью с директором Колокольцевым. Также это видно по УГРН, то есть номер УГРН начинается на единицу, значит это коммерческая организация. В любой коммерческой организации без доверенности может действовать от имени компании только одно лицо, записанное в выписке ЕГРЮЛ. Все остальные лица должны иметь доверенность. То есть все, кто с вами взаимодействует, это полицейские, приставы, судьи и так далее, все должны иметь доверенность на действия от лица фирмы. Но ни один полицейский вам не предоставит данной доверенности. Хотя это даже указано во внутренних их приказах. То есть приказ Колокольцева 615 пункт 53 четко черным по белому написано, что у сотрудника полиции, у гаишника, DPS-ника должна быть доверенность, подтверждающая его полномочия. Также у приставов, то есть внутренний приказ 862.333.11, также об этом говорится. Ни один судья вам не предоставит документов, подтверждающих его полномочия, потому что никаких полномочий у них нет, потому что это все частные фирмы, все одна большая организованная преступная группировка, которая занимается сдаиванием с нас денег, то есть оккупацией и геноцидом коренного населения. Дальше в 2018 году эта бандитская группировка открывает фирму под названием «Россия». То есть вы могли видеть, как все было заменено с названия Российская Федерация на название Россия. То есть на всех эмблемах, гербах армия стала армия России и так далее. Везде все было заменено на название Россия. Был заменен герб Российской Федерации, это орел с поднятыми крыльями, был заменен на орла с опущенными крыльями. Были выпущены новые купюры денег, то есть это 2000 и 200. Но я так понимаю, что им данный траст, данную организацию разрешили открыть всего на 3 года. И поэтому в марте 2021 года фирма «Россия» была также ликвидирована. И на данный момент в России все держится
просто на вере людей, что все по-прежнему, все эти полицаи и судьи, они все по-прежнему также ходят на работу, продолжают ходить, но юридически там ничего не существует. То есть юридически это практически сейчас пустая территория. Я думаю, что отсюда и растут ноги тех законов, которые сейчас выпускаются в России. То есть это законы о массовых захоронениях, о эвакуации, готовится массовый голод, то есть уничтожается сельское хозяйство, уничтожаются свиньи, коровы, то есть это идет массово в России. Ну, люди, которые смотрят телевизор, естественно, этого не знают. Ну, в общем говоря, мне было бы страшно сейчас находиться на территории России. Подводя итог, скажу, что команда Российской Федерации не вышла под своим флагом, потому как никакой Российской Федерации, ни государства, ни фирмы, ни страны не существует. То есть могу предположить, что команда России могла выйти под флагом СССР, то есть под красным флагом. То есть юридически она могла под ним выйти. Это мое предположение. Но для этих бандитов это был бы полный трэш, если бы это случилось. Поэтому они не могут этого допустить. Не хочу особо ничего говорить о спортсменах, которые согласились выйти под белым флагом. То есть, на мой взгляд, предав свою родину, свой народ. То есть, на мой взгляд, это люди, не имеющие никаких ценностей, не имеющие чести, совести. То есть, их бог – это просто деньги. Им главное – это получить гонорар, это получить медальки. В общем, имею очень негативное отношение к этим людям. Насколько помню, в 2018 году, по-моему, 2 человек отказались выйти под белым флагом. То есть отказались от принятия участия в Олимпийских играх. Ну, на этом мы закончим. Пойдем смотреть участок. Ну вот мы на участке. То есть участок имеет площадь 2000 квадратных метров. Находится на реке. Граница участка вот от забора, то есть он будет иметь свой выход на эту речку. То есть участок находится в долине, где есть форелевое хозяйство. За форелевым хозяйством еще один ресторан, то есть 2 ресторана. Я так понимаю, что скоро эта долина, она вся будет как туристический такой оазис. И это место, оно тоже подходит, я бы сказал, только для строительства гостиницы. Потому как здесь для своего дома здесь будет шумновато по вечерам. В общем, площадь, как я сказал, 2000 квадратов. Вот, начиная от этого забора. Сейчас пройдемся, еще посмотрим. То есть противоположная граница участка находится вон от столба. И вся вот эта земля, вот вместе с этими, со всеми сараями, курятниками, машинами, вот не доходя где-то 3-4 метра до большого дома, начинается уже этот участок. То есть, как я уже сказал, земля находится рядом с форелевым хозяйством. При форелевом хозяйстве также ресторан. То есть очень посещаемое место в Аджарии, очень много туристов. Здесь летом очень красиво. И вот сама земля, то есть начинается и туда к реке. То есть это шикарнейшее место для строительства гостиницы. Да, я забыл сказать, 2000 квадратов, стоимость участка $50 000. Сейчас мы покажем вам данный объект с грузинского дрона. Пойдем. Вот оно, форелевое хозяйство. За вот этим озером находится, строится еще один ресторан. Наш объект, вот он, где стоит оранжевая машина. И
въезд на участок будет с вот этой дороги. Ну, добавлю, что сейчас такая погода, когда участки не смотрятся. Абсолютно не товарный вид, некрасиво. И добавлю, что вот этот участок, с которого мы снимаем, он тоже продается. Здесь 6000 квадратов земли. Тоже можно это все выровнять в плоскую поверхность и приобрести. Если кто-то хочет иметь вот такой вот вид шикарнейший. Забыл сказать, что данная местность находится в поселке Чакви, в 5 километрах от береговой линии. То есть буквально 7 минут и мы в Чакви находимся.